После виноградного видео непривычно видеть такое, да? После лета сразу в зиму. Но у нас вот такая погода. Снег валит, я в маске, потому что абсолютно неприятно, когда мокрый снег летит прямо в табло. Ничего не видно. Снег у нас валился вчерашнего дня, но вчера небольшая, можно сказать, метель была, а сегодня он решил просто, наверное, вывалить все, что можно. Ну, как бы красиво, но холодно, очень, очень холодно. Вот такая погодка. И еще у нас с 8 декабря каждый день трясет. «8 декабря нас конкретно тряхануло, и авторшоки продолжают идти по сей день. Землетрясение было сильное, 7,5 баллов. Эпицентр находился в океане у побережья Сан-Рику, ближе к префектуре Аомори. Там трясло очень сильно, местами интенсивность доходила до верхней шестерки по японской шкале Шиндо-Рокукё. Шиндо-Рокукё показывает, насколько сильные толчки произошли в конкретном месте. Поэтому у одного и того же землетрясения в разных районах могут быть разные значения. В эпицентре, например, 6 там, с плюсом, дальше 5, 4 и ниже. А магнитуда 7,5 показывает уже общее количество энергии, выделившееся в очаге землетрясения. То есть это одно число на все событие. Это уже конкретный такой звоночек, что нужно обязательно действовать по правилам техники безопасности. Тем более, что в Японии в каждой районной мэрии есть специальные инструкции и брошюры, предназначенные в основном для иностранцев, потому что японцев этому обучают с пеленок, и в таких брошюрах они не нуждаются. А иностранцы такую информацию изучают в основном в таких вот брошюрах, переведенных на разные языки или на сайтах мэрии. На Хоккайдо, например, есть целый раздел, переведенный на русский язык на сайте губернаторства. В таких брошюрках поэтапно расписано, что нужно делать в той или иной ситуации. Допустим, там при пожаре, при наводнении, при землетрясении и так далее, чтобы суметь сохранить жизнь себе и плюс еще попытаться помочь сохранить жизнь своим близким. И рекомендуется все самое базовое. Ну вот, например, первое, что нужно сделать, это отключить газ и укрыться под столом. Если у кого-то стол низкий и негде укрыться, нужно встать в дверном проеме. По возможности нужно держаться за устойчивую опору. Обогревательные приборы нужно тоже отключить, но за них особо не нужно переживать, потому что здесь вся техника продуманная и все рассчитано на случай землетрясения. Все японские модели, они обычно сами отключаются при малейшем толчке. Даже если ногой там или рукой нечаянно заденешь, этот прибор самостоятельно отключится. Лифты тоже автоматически отключаются, и ими никак нельзя воспользоваться. И в правилах не рекомендуют пользоваться лифтами даже после окончания вибрации. Только лестницей, и то после того, как уже землетрясение пошло на спад. Жителям побережья отдельно напоминают строго следовать указаниям по эвакуации из-за возможной угрозы цунами. И в таких районах имеются свои специальные правила по поводу сирены и приближения цунами. Власти с населением в этом плане очень хорошо работают и обучают. Ну а после толчков советуют проверить себя и близких на травмы, осмотреть жилье на наличие трещин, на наличие тоже запаха газа, перекоса
сустав стен. И если у кого-то какие-то проблемы, об этом рекомендуют сообщить в определенные инстанции. У нас, например, сразу на следующий день после землетрясения пришла бумага с мэрии, где было написаны все телефоны и куда обращаться в случае, если у кого-то возникли проблемы или в самом жилье, или же, значит, со здоровьем. Ну и последнее, всем рекомендуют следить за официальными новостями, потому что там сообщается об очередных толчках и о возможных приближениях цунами. В данный момент эпицентр вот этого землетрясения попал в так называемую красную зону, а в красную зону попадают в основном такие землетрясения, при которых вообще стоять сложно. То есть вещи падают, мебель смещается и прочее. И чем дальше находишься от эпицентра, тем ситуация, конечно, протекает заметно спокойнее. Толчки этого землетрясения дошли до Хоккайдо, в том числе до региона Ибури. И, кстати, Ибури это не город, исторически это была провинция, а сейчас крупный административный регион, субпрефектура. В него входят такие города, как Томакомай, Мураран, Ноборибэцу, про которые я показывала в своих видео. Мы, по-моему, туда ездили, в Адскую долину, на источники. Дате и другие. Название Ибури сохранилось еще со времен старой провинциальной системы. И вообще на Хоккайдо нет значения вот этого кен, то есть префектура, как, например, на Хонсю Чиба-кен, Сайтама-кен и так далее, потому что Хоккайдо имеет особый статус до губернаторства, и он делится на регионы. В официальных новостях это звучит как Ибури Сого Шинко Кёку, а в народе говорят просто Ибури Чихо. Поэтому в Ибури и на Хоккайдо толчки ощущались, но серьезных разрушений каких-либо не было. Позже, после основного толчка, сразу было объявлено предупреждение о цунами для всех жителей побережья Хоккайдо и Тохоку. Но в итоге волны оказались не такими уж и большими, так что обошлось без серьезных последствий. Сейчас до сих пор, вот по сей день, продолжаются афтершоки, уже, конечно, более слабые и не такие ощутимые. Все сейсмологи в один голос говорят, что это нормально после такого крупного землетрясения, но все равно предупреждают население быть наготове. И так как сейчас зима, просят всех иметь при себе кайро. Кайро это одноразовые пакетики грелки, которые кладут в карман, обувь или приклеивают к одежде. Внутри у них есть железный порошок, который при контакте с воздухом медленно окисляется и выделяет тепло. Такой один пакетик после вскрытия можно использовать примерно от 6 до 24 часов. Кстати, это очень удобно. В Японии, мне кажется, теплую одежду вообще уже никто не носит, потому что это тяжело и нагружает. Кстати, в этот раз землетрясение было горизонтальным, и это совсем не сравнить с землетрясением, которое произошло в сентябре 2018 года в том же Ибури, когда землетрясение было вертикальным. На тот момент я помню, что эпицентр был рядом с городом Ацума. Там фиксировались самые сильные толчки магнитудой 7 баллов по японской шкале Шиндо-Нана, и разлом произошел внутри континентальной плиты, то есть очаг находился под сушей, не в океане, как вот в этот раз, а под сушей. Произошел разрыв внутри земной коры острова с резким надвигом одной части на другую, что, собственно, и вызвало вертикальные толчки. И тогда не было угрозы сильного цунами, но было очень много массовых оползней и обвалов, особенно в Ацума. Если кто следил за новостями в тот момент, могли наблюдать такую картину, как люди выбегали из своих домов и прямо падали на асфальт и не могли больше сдвинуться с места. То есть толчки были настолько сильными, что люди просто не могли делать какие-то телодвижения. Потому что когда ощущается удар снизу, земля при вертикальном землетрясе
приподнимает и опускает человеческое туловище вверх-вниз. И ощущается это так, как будто масса человеческого тела то увеличивается, то внезапно пропадает. И в этот самый момент возникает ощущение, что нет сцепления с землей. Это похоже на то, как будто ты находишься в поломанном лифте, который вибрирует вверх-вниз, и ты пытаешься в таком состоянии устоять на ногах. В такой ситуации, конечно же, контролировать шаг и вообще контролировать свое тело очень сложно. А при горизонтальных толчках, наоборот, тебя шатает, раскачивает, вернее, из со стороны в сторону, и ты можешь хоть как-то передвигаться, потому что эта ситуация похожа на то, что как будто ты пьяный и возвращаешься вот на карачках домой. А при вертикальном землетрясении, конечно же, все не так. Как я сейчас помню, землетрясение 2018 года тряхануло в 3 часа ночи. Было очень трудно передвигаться по квартире, и мы до последнего не хотели выходить. Но когда я уже почувствовала, что землетрясение идет все на усиление, то есть оно с маленького сильнее, 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 сильнее и не убывает. Где-то трясло 1,5 минуты. 1,5 минуты, и за эти 1,5 минуты, по-моему, произошло сразу 2 толчка. И вот в этом промежутке мы тогда уже выскочили на лестницу и побежали в соседний парк. То есть возле нашего дома есть открыт, не парк, а площадка детская. И, кстати, таких площадок в Японии натыкано практически, не знаю, там на 5 домов есть вот такая площадка. Это специально строится для того, чтобы у людей было открытое пространство, чтобы они могли выбежать. И вот мы выбежали вот на такую детскую площадку и сидели, пережидали все землетрясение. Я помню, тогда вырубился свет, сразу такой полный блэкаут, и возле нас была большая больница, по всей видимости, больница, она перешла сразу на резервное питание, а вот возле нашего дома и туда дальше, там все, там полный блэкаут, и работали только те светофоры, которые были на вот этих Сорапанеру, батареи солнечные, вот, на вот этих солнечных батареях, поэтому какие-то участки с фонарями на вот этих солнечных батареях и светофоры какие-то работали. А в этот раз можно сказать, что все прошло относительно щадяще, скажем так. В этот раз у нас не было каких-то там, я не знаю, разбитой какой-то посуды или еще что-то. Единственное, вот вода из аквариумов выплеснулась. И на полке у меня упала ваза и продрала линолеум. Вообще сейчас я перешла вот на такие полки, вот, и ваза у меня, я ее привязала, потому что была клейкая лента такая, на которую крепится все. Вот, то есть у меня вот здесь вот все сейчас присобачено вот на эту ленту, вот она. Вот. Ну, эти коробки, они мягкие, в принципе, ладно, окей. Вот, у меня все присобачено на ленту. Вот, на кухне у меня вот такие гелевые, квадратные, специальные для землетрясения, гелевые такие, не знаю, патчи или как они называются. Ну, то есть, когда трясется, оно устойчиво очень, ничего не падает. Вот, у меня здесь печка тоже стоит также. Я помню, вот как еще в 2018 году, когда тряхануло, перед этим вообще был очень такой сильный тайфун. Его, по-моему, тоже оценивали, что-то он в красную линию входил, потому что возле вот этой нашей площадки выкорчевывались там с корнями все деревья. У меня сохранилось видео, вот оно. Это ужас. Просто с корнем. Здесь посередине парка вот это дерево, я не знаю. Это посередине дерева стояло. И вот здесь вот выкорчевано. Здесь вообще полный завал. Тут даже проезжую часть завалилась.
после этого сразу на следующий день произошло вот это вот вертикальное землетрясение с эпицентром, которое произошло в Ацума. Ну а что по атомным электростанциям? Здесь атомная электростанция Томари, которая, кстати, одна единственная на Хоккайдо, и, кстати, она находится где-то в километрах 70 от нас, так что не так-то и далеко. И она давно остановлена, она еще остановлена с 2018 года, вот с того момента, как тряханула. А Фукусима находится далеко от зоны воздействия, там как бы продолжают сброс переработанных радиоактивных отходов в Тихий океан строго по графику. Они делают это открыто и официально заявив, и на их сайте описывается каждый шаг, поэтому кому интересно, тот может зайти и посмотреть. Меня это как бы сильно так не волнует, потому что японцы более щепетильно относятся к природе, к природным ресурсам, то есть они не какают там, где живут. Вот. Меня больше, допустим, беспокоила та ситуация, которая произошла на Камчатке, когда там буквально за километр у побережья, ну, просто сдохло все. Сдохло все живое, что там плавало, все сдохло, и серферы, которые там зимой серфили, получили ожоги кожи на тот момент. Вот. И меня, допустим, беспокоило это больше, потому что утечка там произошла или еще что-то, или сами сбросили. Короче, ничего не понятно, как всегда, но очень интересно. И всех волновало на тот момент то, что доплывет вот это вот оттуда сюда. Сейчас вот, не знаю, Фукусима там все смывает, но я не думаю, что они чистую ядерку прям туда сливают. Конечно, там какой-то процент этой радиации и все равно есть, но они там фильтруют и перерабатывают по максимуму. Вот насколько это возможно по финансам и в их силах. Насколько там переработано, думаю, что по максимуму переработанное. Хочется в это верить. Вот, собственно, и все новости. Вот такая у нас елочка нарядная с игрушками такими. Здесь у нас украшения новогодние, которые уже нужно снимать. Скоро мы и елочку, конечно, будем уже разбирать. Здесь у нас такие новогодние гирлянды, которые уже скоро нужно будет снимать. Ну и в завершении хочется, наверное, поздравить всех с прошедшими уже рождественскими праздниками, кто праздновал 25 декабря или 7 января. У нас так вообще без разницы, потому что здесь в православной японской церкви празднуется и 25 декабря, и 7 января, поэтому мы не брезгуем и отмечаем целых 2 раза, почему бы и нет. Ну и с наступившим Новым годом! И в новом наступившем году, несмотря на все то безумие, что сейчас происходит вокруг нас, хочется пожелать одного – сил и благополучия. Пусть последнее слово вмещает в себя только все самое-самое-самое прекрасное и самое хорошее.